Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш прогноз на январь 2025 года. Оценим, что вас ожидает, каковым для вас будет этот период, какие энергии и события наиболее вероятно произойдут в рамках этого месяца. Но хочу напомнить, что расклад является общим. У кого-то он может отыграться на 100%, у кого-то частично, у кого-то не отыграться вовсе. Это все потому, что знак зодиака у вас один, асценденты у вас у всех разные, поэтому событийный ряд может меняться. Если необходимо, смотрите расклады по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте, анализируйте информацию и смотрите, какой из знаков для вас откликается в большей степени. Итак, настраиваемся на расклад и приступим. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, они вам хорошо видны, поэтому приступаем. Итак, основные энергии месяца у вас выходит двойка жезлов. Карта выбора, карта поиска альтернативы или ситуация, когда вы хотите сопоставить, сравнить и понять, что же для вас является лучшим вариантом выбора. Это ситуация, когда вы будете сами искать возможность, не ждать, пока она придет откуда-то, а действительно искать для себя лучшую альтернативу вашего будущего, вашей жизни, новых возможностей. Поскольку карта многогранна, давайте с вами посмотрим, уточним, о чем здесь конкретно идет речь. И по восьмерке чаш здесь будет звучать такой вопрос: уйти или остаться? А именно, остаться на текущей работе, или уйти в новое, или оставаться в текущих отношениях и там уходить в новое, оставаться или переезжать, ну то есть может быть общаться, не общаться, то есть выбор, как поступить, от чего следует отказаться и уходить с легким сердцем, а не с тяжелым. И как мы видим, дно колоды туз жезлов показывает, что все равно карты вам рекомендуют делать выбор в пользу нового, новых возможностей, новых решений, новых свершений, потому что даст вам этот стимул для развития, для личностного роста и для улучшения качества вашей жизни. Посмотрим с вами вопросы работы. И вот здесь конкретно это может отыграться как раз в нише вашей деятельности. Не у всех, но тем не менее. Что такое пятерка чаш? Это не всегда сама по себе карта потерь. Это может быть ситуация, когда вы понимаете и осознаете, что все, вы перегорели или выгорели, или четко понимаете, что в рамках текущей организации вам некуда больше расти. Ну, из серии «Выше вас только директор», вам, чтобы получить это повышение, нужно его либо убить, либо каким-то образом убрать. Да? То есть нет возможности, нет роста, и нужно искать какую-то иную нишу, где вы будете активно развиваться и получать для себя те блага, к которым стремитесь. Ну, давайте проанализируем, так ли это, оценим ситуацию для каждого из вас. В первую очередь мы рассмотрим вариант для тех, кто на данном этапе у нас не работает. И здесь тройка монет. С пятеркой чаш говорят о том, что, к сожалению, пока нет возможности или выбора посвятить себя любимому делу или занятию, потому что вы можете быть обременены уходом за кем-то, ну, там, будь то дети или взрослые родители, или у вас основная деятельность, допустим, вы студент, не работающий, отнимает много времени и сил. Так вот, если это касается по ситуации ухода за кем-то, ну, допустим, детки или возрастные родители, здесь может быть ситуация, когда вы пойдете в банк. То есть вы можете найти какую-то работу или подработку и, ну, скажем так, на какие-то часы нанимать человека, который будет закрывать ваши вопросы там с детьми или пожилыми родителями, чтобы вы могли платить им и заработать для себя, и плюс немножко эмоционально отдохнуть или разгрузиться. Если же вы студент, то это не постоянная работа, это какой-то как разовый заработок, который вы можете получить. И вы будете искать такие разовые акции или разовые возможности. Может быть, какой-то мерч-компании участвовать, да, там презентовать какой-то там продукт, вас могут пригласить. Ну, то есть здесь по-разному. То есть это какая-то разовая возможность, там 1-2 раза в месяц, когда, ну, вы знаете, как выделили время, смогли поработать и заработать себе хоть что-то. Посмотрим с вами ситуацию для тех, кто у нас является соискателем и ищет работу, скажем так, на полную ставку. И вот здесь пятерка чаш и рыцарь мечей не совсем удачный в этом вопросе месяц, потому что могут быть эти отказы или понимание, осознание, что, блин, а почему я ищу в этой нише? А почему я иную нишу не рассмотрел? Вот мне подсказали, что, а вот здесь ищут хороший персонал. Почему я не задумывался над тем, чтобы сменить нишу деятельности? То есть вы здесь будете менять свое мировоззрение и искать в другой сфере.
Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, пятерка чаш и аркан мир говорит о следующем. Ну, то есть в первую очередь это может быть ситуация завершения вашей деятельности на текущем рабочем месте по причине эмиграции, переезда или перехода в иную компанию. То есть на текущем месте вы как завершаете свой рабочий цикл. Или же можете понимать, осознавать, что нужно уходить, допустим, с текущей работы и вообще работать на самих себя, например, как вариант через интернет, предоставлять какие-то товары, услуги и так далее. Если вы владеете собственным делом, по пажу чаш, это ситуация, когда вы не чувствуете какой-то отдачи, отклика, в первую очередь, может быть, признательности, или вы не видите эмоций со стороны ваших заказчиков, ваших клиентов, когда вам максимум могут сказать сухое спасибо, и на этом все. И когда вы не видите такового, у вас опускаются руки, или вы не понимаете, в верном вы направлении идете, или как установить эту взаимосвязь с вашими заказчиками, как устранить, может быть, какие-то конфликты или недовольства, или как в первую очередь проработать ситуацию, когда кто-то может там писать о вас негативные отзывы, то есть как проработать хейт. Ну, то есть здесь больше работа с внутренним «я». Понимание и осознание, что также нужно в команду брать серьезных людей, а не инфантильных личностей. Ну и, конечно же, делать все для того, чтобы ваше эмоциональное состояние не влияло на ваш бизнес, на ваше развитие. Так, смотрим с вами вопросы финансов. Ну, по тройке чаш финансы здесь есть, более того, они радуют. Хватит денег и на закрытие базовых потребностей, и на какие-то моменты, которые, знаете, как хочется потратить на себя любимых, чем-то себя побаловать, удивить. Может быть, на какие-то встречи и времяпрепровождения с друзьями, на праздники, на какие-то мероприятия, то есть там концерты, или просто, не знаю, какой-то отдых. Но в любом случае с ресурсами здесь все замечательно. Вопросы состояния здоровья. Восьмерка монет. А это как раз тот самый случай, когда переработали. Хроническая усталость, физическая, эмоциональная, ментальная. Нужно, знаете, как сменить фокус, сменить акцент. В особенности, если вы ко всему этому еще добавляете физические перегрузки в плане тренировок, знаете, как в плане ситуации, когда вы прям давите себя на максимум. От этого стоит отказаться, потому что, конечно же, это за собой влечет и потом эмоциональный раздрай, и ситуацию, когда вы хотели слишком многого всего и сразу, но не получили результата. Поэтому основной посыл, наверное, рекомендация по здоровью – это вопросы умеренности. Единственное, о чем говорит восьмерка монет, это систематичность выполнения каких-либо действий для достижения результата. Ну, например, если это протокол лечения со стороны врача, то вы четко по расписанию, по регламенту пьете те медикаментозные препараты, которые вам прописали. Не забываете, не так, что вы день пьете, два не пьете, потому что забыли, а вот именно четко, систематически. Или если врач прописал, там, не знаю, массажи, физическую нагрузку, что-либо еще, то есть неуклонно это выполнять. Тогда вы сможете увидеть эффект и необходимый для вас результат. То, что касается вопросов личной жизни. А вот здесь туз чаш. Как я говорила, это может быть новая эмоция, влюбленность, радость, для кого-то новое знакомство или отношения. Но в любом случае это ситуация, когда жизнь может заиграть новыми красками. Если мы смотрим ситуацию для тех, кто у нас на данном этапе свободен, дно колоды у нас восьмерка жезлов и здесь рыцарь монет. Это ситуация, когда вы дистанционно или в какой-то поездке можете познакомиться с человеком, ну, таким стабильным, серьезным, в чем-то, может быть, конечно, душнилой, не в обиду, но как есть, потому что по рыцарю монет такие люди очень скрупулезные, педантичные во всем, но, тем не менее, вас будет устраивать, знаете, как люди с такого склада характера, такой структуры, потому что они вам будут давать стабильность вместо витальности, и, как следствие, для вас это будет очень значимо. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то туз чаш и королева монет. Для мужчин это ситуация, когда вы вообще можете отойти от ситуации треугольника, переключиться на совершенно новую пассию, может быть, в таковом ключе. Для девушек и женщин туз чаш и королева монет – это ситуация, когда у вашего избранника может появиться новое увлечение. Поэтому будьте здесь внимательны. Но еще, что такое туз чаш и королева монет? Это ситуация, когда вы можете воспылать кому-то чувством и, более того, переключиться на новые отношения, потому что для вас они будут более стабильные, серьезные. То есть человек сразу будет какими-то поступками, действиями доказывать серьезные отношения и намерения к вам, вместо каких-то там слов, знаете, как сотрясание воздуха и пустых обещаний. Поэтому вы также здесь можете
получить какой-то новый импульс и новую эмоцию. Для тех, кто находится в стабильных союзах. Туз чаш и аркан дурак. Сама по себе связка карт у нас может указывать на перспективы зачатия, деторождения. Для тех, кто хочет, планирует и стремится. Так, предвкушаю уже вопросы в комментариях. То есть может ли это говорить о новом вашем увлечении? Давайте посмотрим. Здесь 7 мечей, да. Говорит о том, что действительно, тем более дно колоды карта маг, это ситуация, когда вы можете кем-то увлечься. Кто-то, знаете, так сказать, привлечет ваше внимание. Но будете ли вы развивать это общение, эти отношения, это уже другой момент. Но, тем не менее, вот эта эйфория, новые эмоции, ситуация ухаживаний, она действительно вас здесь будет манить. Так, по совету. Ну, во-первых, по 6 чаш. Цените то, что имеете, это раз. Всегда, знаете, как легче сохранить то, что, как вам сказать, вы строили ранее, если это действительно серьезные, качественные, структурные отношения. По 6 чаш в большей степени речь идет о друзьях, о знакомых, то есть в вашем окружении. Не всегда это вопросы личной жизни. То есть, во-первых, это акцент на том, чтобы вы общались с таковыми людьми, не забывали их. Это также советы и рекомендация, может быть, поехать к близким, к родственникам, провести с ними время, с кем-то, может быть, помириться или возобновить общение, отношения там, с друзьями, с коллегами, знакомыми. И если это касается устоявшихся отношений, то 6 чаш и туз чаш это может быть как возобновить те эмоции, которые у вас были. То, что касается совета и рекомендаций идти в новое, это актуально для тех, когда вы уже четко понимаете, что здесь сохранять нечего. Допустим, отношения шли к бракоразводному процессу, или вы уже намеревались, там подавали заявление на бракоразводный процесс, но почему-то потом забирали его в последний момент. Вот если новая эмоция здесь будет сильнее прежний, то тогда, как совет и рекомендация, это, знаете, как расстаться с друзьями или расстаться в хороших отношениях. Почему я говорю «если»? Потому что на многотысячную аудиторию прочувствовать и дать информацию каждому из вас, ну, это очень сложно. Поэтому я стараюсь посмотреть каждый сценарий, как может прозвучать для вас эта интерпретация, связка карт. Посмотрим неожиданность данного месяца. Что здесь? Итак, мыши. Молния, башня и здесь сердце. Ну что я могу сказать? Здесь как гром среди ясного неба для кого-то идет появление новых отношений, построенные на сексуальной тяге, на страстях, но вместе с тем по аркану башня, которые могут вас вывести из состояния одиночества, застоя. У некоторых это может идти обновление страсти в ваших отношениях. Я сейчас посмотрю, есть ли здесь риск адюльтера для тех, кто у нас находится в стабильных союзах. Но здесь нет. Здесь больше сохранения и улучшения ситуации в текущем союзе, укрепления вашего партнерства. Потому что карта сова — проявление мудрости. Опираетесь на интуицию. Тучи и солнце — это, знаете, как прояснить какие-то проблемы в вашем союзе и укрепить текущую связь. Ну что ж, вот такой расклад у вас выходит на январь. Я вам искренне от всей души желаю, чтобы действительно отыгрались только лучшие моменты. От вас по прошествии периода буду ждать обратной связи, коммуникации относительно того, как отыгрался расклад. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.